Итак, здрасте. Пожалуйста, подпишитесь на канал, потом напишите какой-нибудь комментарий, нажмите колокольчик, и мы продолжим. Итак, какой же компьютер нужен для того, чтобы заниматься 3D-графикой в конце 2021 года? Любой. Почему? Да, все в принципе очень просто. Что вам нужно от компьютера в принципе? Чтобы он был комфортный, чтобы он не тормозил, чтобы он работал хорошо. Сразу оговорюсь, компьютеры на базе Mac'ов не подходят для того, чтобы комфортно работать в 3D Max, для того, чтобы комфортно работать с короной. А если вы работаете в блендере, то почему бы и нет? Но в основном архитекторы и дизайнеры пользуются все-таки 3D Max. Я сейчас постараюсь не рассказывать какие-то технические характеристики того или иного железа, но постараюсь объяснить тот принцип, по которому нужно подбирать это железо. Да? То есть сегодня составляющие, комплектующие компьютера могут быть одни, завтра другие, послезавтра третьи. И вам нужно разобраться, как именно выбирать в той или иной ситуации те или иные комплектующие. Ну, во-первых, все зависит от бюджета. Допустим, у вас есть $1000, $2000, 3, 4, 10, 20 и так далее. Давайте начнем с того, что, скажем так, будет взаимодействовать с вами в бытовом плане. Ну, в первую очередь, это монитор. Чем монитор больше, чем он более правильно отображает цвета, тем вам просто будет более комфортно работать. Скажу так, что прошло уже то время, когда Full HD мониторы были удобны для работы. Сейчас все-таки лучше либо большой 4К монитор, либо в крайнем случае 2К монитор. То есть у меня здесь сейчас стоит 4К монитор, там стоит чуть подальше 2К монитор, вон там стоит еще один 4К монитор, и вон там стоят несколько Full HD мониторов, которые соединены между собой. То есть как бы под разные задачи все-таки необходимо разные, скажем так, решения подбирать. Я все-таки предпочитаю для всех своих задач использовать 4К монитор, мне этого более чем достаточно. Второй момент. Вам нужна хорошая мышь. То есть я пользуюсь игровой мышкой Bladdy, меня она вполне устраивает. Мышка — это расходный материал, супер крутую, супер дорогую покупать смысла никакого нет. Клавиатуру вы можете взять ту, которая вам нравится. Клавиатура нужна для каких-то горячих клавиш, не более. То есть написать какой-то текст можно на самой обычной дешманской клавиатуре. У меня просто клавиатура AFOTech. Ну, это типа как клавиатура на Mac'ах, только для Windows. То есть тут клавиша ножничного типа, она мне просто нравится, она из металла. И как плюс у нее вот здесь вот с боков есть USB 3 порт, и можно вставить флешку и использовать. То есть в этом плане очень удобно. Дальше. Какие еще такие необходимые нюансы знать обязательно вот относительно всей периферии? Вам нужен просто какой-то приятный звук, то есть какие-то, пусть даже небольшие колоночки или какие-то хорошие наушники, в которых вам будет комфортно работать. Если вы работаете один, пожалуйста, колонки. Если у вас работает несколько, вот как в условиях студии дизайна, то, наверное, наушники были бы все-таки более удобными, так, чтобы других не отвлекать, потому что вкусы у всех разные, предпочтения музыкальные как бы могут не сойтись в коллективе, и напрягать других людей, в принципе, задача не самая хорошая. Ну, там в коридоре кто-то слушает музыку, и она мне, блядь, не нравится. Дальше. Относительно того, что же все-таки покупать по железу. Ну, ситуация вообще нетривиальная, потому что компьютерное железо, оно развивается постоянно, и вопрос всегда стоит в плане бюджета. Если у вас есть очень много денег, просто покупайте самое топовое железо, вот, и не заморачивайтесь вообще. А если вы все-таки считаете деньги и хотите компьютер сделать так, чтобы вы смогли как-то на будущее его использовать, то есть будете строить компьютер с каким-то сроком 3-5 лет и так далее для работы, то надо найти такой компромисс, который будет удовлетворять вашим требованиям на данный момент чуть-чуть с избытком. Если вы начинающий 3D-визуализатор, то тогда смотрите, вам хватит любого компьютера, который тянет программу и в которой, ну, допустим, небольшая сцена интерьера без проблем вертится. Если вы хороший специалист, который хорошо разбирается в 3D-графике, но все-таки не совсем понимаете в железе, то, наверное, это видео все-таки будет для вас. Итак, смотрите, в первую очередь я бы начал с процессора. Почему? Потому что процессор — это такое звено, да, которое, скажем так, в плане производительности объединяет и подгоняет под себя, наверное, можно так сказать,
хотя и не совсем корректно, всю остальную железную начинку в компьютере. Многие могут сказать, что надо выбирать с материнской платы. Да, возможно, но, допустим, у компьютеров и, в смысле, у процессоров и у материнских плат Intel каждое поколение идет своя материнская плата. У AMD немножко по-другому. То есть они разрабатывают сокет, который работает несколько поколений процессоров и имеет совместимость. Вот. Поэтому, во-первых, нужно определиться с компанией, которой вы, скажем так, отдадите свое предпочтение. Ну а во-вторых, никакой роли это не играет и работает оно плюс-минус одинаково. Смотрите дальше. Сколько ядер нужно? Чем больше, тем лучше. Ответ простой. Сколько уровней кэш-памяти? Количество уровней одинаковое. Чем больше циферка будет, тем тоже лучше. Ну и да, смотрите, опять же, да, чем больше эти циферки, тем оно дороже будет. То есть для хорошей, комфортной работы вот на данный момент, которая закроет 90 потребностей всех 3D-шников, это 8-ядерный процессор, вот, и 32 гигабайта оперативной памяти. С оперативной памятью ситуация несколько сложнее, чем с процессорами. Во-первых, у каждого процессора есть несколько каналов памяти, с которыми он может работать. То есть для бытовых решений это 2 канала памяти, и для таких решений более серьезных, для рабочих станций, для каких-то серверных машин, это 4 канала памяти. То есть, смотрите, канал памяти это как шлюз, да? То есть у вас может быть 2 шлюза вот такого диаметра. Но если будет 4 шлюза такого диаметра, то количество информации через них проходит за единицу времени большее при одинаковой скорости потока. Так вот, если вы используете бытовое решение, то слишком много информации через 2 тонких шлюза не пройдет, а через 4 проходит уже больше. Но, опять же, смотрите, каждый шлюз может работать как минимум с одной плашкой оперативной памяти. То есть, если у вас оперативной памяти 32 гигабайта в виде 4 плашек по 8 гигабайт, то работать у вас в двухканальном режиме 2 плашки будут на этот шлюз и 2 плашки на этот шлюз. А в 4-канальном режиме, то есть каждому шлюзу своя плашка идет. То есть в условиях 4-канального процессора количество информации будет распределяться более равномерно, вот, потому что пропускная способность этих шлюзов, она, скажем так, не даст раскрыть потенциал той оперативной памяти, того количества, которое у вас будет. Плюс есть еще частота оперативной памяти, да, то есть это скорость, с которой бегает эта информация сквозь шлюз туда-сюда. Чем выше эта частота, тем в принципе тоже лучше. Но есть один такой интересный нюанс. Смотрите, у процессоров и у материнских плат частота, как правило, стандартная, которую они поддерживают, ниже, чем у плашек с оперативной памятью. Допустим, есть оперативка на 2400 МГц. Ее может поддерживать процессор, ее может поддерживать материнская плата. И вот переплачивать за оперативку, у которой 3200 МГц, в случае, если там 2400, то абсолютно никакого резона нету. То есть вы потратите деньги на ветер, лучше работать это не будет. Да, она будет дороже, она будет симпатичнее, скорее всего. Может быть, она будет какая-нибудь цветная, с какими-то клевыми радиаторами, но по сути это будет бесполезно. Дальше. Есть материнские платы, которые могут разгонять эту частоту. Вот, и тогда скорость взаимодействия каких-то компонентов внутри компьютера будет увеличиваться, потому что оперативная память, она, скажем так, с мостами работает, не только с процессором. Вот, и вся вот эта вот идея с разгоном материнской платы, памяти, в этом случае она будет немножко лучше работать, но не многократно, не кардинально. Это не игры, это работа с 3D-графикой. Здесь скорость частоты оперативной памяти, она не сильно влияет на вашу производительность. То есть различие в скорости, в частоте оперативной памяти, она там будет 1-2%. Но стоить она может в 2, в 3, в 4 раза дороже от стандартной. Поэтому с выбором оперативной памяти я бы подходил исключительно с бюджетной стороны вопроса. То есть если у вас 2 канала оперативки, вам хватит 2 плашек. Если у вас 4 канала, то минимум 4 плашки или там 8 и так далее. То есть кратно. Да, то есть, смотрите,
Вот есть еще такой нюанс. На дешевых материнских платах всего 2 слота под оперативку. На тех, которые подороже, уже 4 стоит. Ну, то есть, если у вас, скажем так, процессор 4 канала, то покупать, собственно, 4 плашки было бы оптимальным решением. Вот. У меня, допустим, здесь 4-канальный процессор стоит, но оперативных плашек у меня 8. То есть на один канал по 2 штуки. Потому что мне надо 64 гига было. Вот, и, скажем так, здесь 8 плашек по 8 гигабайт. Вот и все, вот и получилось. 32 для некоторых моих задач, для очень маленького количества моих задач относительно экстерьерной визуализации все-таки уже бы не хватило. Поэтому вот так. Дальше, следующее. Блок питания. Материнскую плату отложим на потом, как на десерт, я скажу все-таки про нее чуть-чуть попозже. Блок питания желательно покупать с запасом мощности хотя бы процентов на 50. Это обеспечит вам стабильную работу. Какой-то конкретный производитель блоков питания тоже, в принципе, не важен. Как правило, их делают из плюс-минус одинаковых запчастей. Вот. Но помимо блока питания, для более стабильной, комфортной, уверенной работы все-таки нужен какой-то бесперебойник. Бесперебойник тоже стоит брать с запасом, потому что во время рендеринга компьютер работает, как правило, на все 100%, поэтому энергопотребление увеличивается, и вся вот эта тема, она будет греться. Если она перегреется, то, скорее всего, все вырубится. Вот. Поэтому, чтобы не случилась непредвиденная ситуация, когда вы оставили рендеринг на ночь, а с утра обнаружили то, что у вас отрендерилось 2 картинки из 30, вы просто потеряете время. Поэтому запас по электрической мощности от 50% до 100% выше я тоже сильно смысла не вижу заморачиваться. То есть, для примера скажу так. Вот смотрите, у меня видеокарта жрет 200 Вт энергии, процессор еще 200 Вт энергии, остальная периферия, ну, может быть, еще Вт 70 в общем жрет. То есть, итого 500 максимум. Но блок питания у меня стоит киловаттный. То есть, в принципе, я могу воткнуть еще одну видеокарту, ну, просто если вдруг захочу, хотя мне она нафиг не нужна, то компьютер справится и греться даже сильно не будет. То есть у меня компьютер холодненький. Ну, опять же, холодненький он когда в том плане, что все остальное греется, а блок питания спокойно это переваривает. Далее, такой нюанс относительно видеокарты. В условиях, когда майнеры захватили рынок и дефицит видеокарт, когда они стоят просто каких-то космических сумм, я бы покупал просто ту, на которую хватит денег. Но есть такой момент. 3D Max и вообще продукция Autodesk не очень сильно дружит с продукцией фирмы AMD. То есть, если вы хотите купить какой-то условно там графический чип от AMD, подумайте 10 раз. Поддержки, ну то есть не поддержки, а CUDA ядер в нем нету. А 3D Max, V-Ray и прочие вот эти вот графические штуки, как правило, с этими ядрами работают. То есть все-таки я бы стал выбирать максимально подходящее под ваш бюджет решение от NVIDIA. То есть я пользуюсь 3080, всего достаточно, всего хватает. Стояло 1080, было абсолютно то же самое. Я, честно говоря, разницы какой-то в производительности не заметил. Возможно, я еще не дорос до того уровня 3D-шек, когда мне нужно там 3D-видео для Marvel рендерить, чтобы у меня там железный человек летал и все рядом взрывалось и пересчитывалось. Нет, для интерьеров, для экстерьеров вполне хватает не очень сильной, не очень крутой видеокарты. Опять же, потому что я пользуюсь короной, и просчет у меня идет на основном процессоре. Ну, собственно, это вот такие основные нюансы касательно железа. Но есть маленький фактор, который тоже не стоит забывать для общего быстродействия системы. Нужно обязательно использовать SSD-накопитель, а не жесткий диск. Жесткий диск очень сильно ограничен вращением металлической вот такой вот пластинки с дыркой, и скорость вращения этой пластинки искусственно, скажем так, не задрать. И она значительно ниже, чем работа чипов внутри твердотельного накопителя. То есть это, по сути, несколько флешек, которые работают очень-очень быстро. И чем выше скорость этого SSD-накопителя, тем выше, в принципе, у вас будет открываться программа, подгружаться текстуры, и в целом скорость работы системы будет значительно выше. Но для хранения информации, конечно же, разумнее в плане, опять же, цены использовать жесткие диски. Они просто за 1 терабайт информации будут дешевле. Вот лично на моем рабочем компьютере сейчас 4 терабайта, помимо SSD на 500 гигабайт, и мне этого хватает за глаза. Ну и то, знаете, в основном это потому, что видео, вот эти вот, которые я снимаю и пытаюсь как-то развить канал на YouTube, они весят супер до хрена.
Вот, потому что записываю я их не на флешку, а на рекордер. Почему так? Потому что монтирую видео я не всегда на маке, который у меня дома стоит, а в основном вот на этом компьютере, на работе, когда есть свободное время. Вот, и сохраняются они в не сжатый формат, ProRes. А если их в MP4 там, или в MOV с кодеком H265 записывать, то даже этот компьютер лагает, и это видео может так идти рывочком. Ну, работать с ним неудобно. Вот, тут все-таки именно такие специфичные штуки очень сильно вытаскивают на маках и не тормозит, и поэтому удобнее. Ну так вот, ребят, чтобы, скажем так, меня немножко отблагодарить, подпишитесь, пожалуйста, на канал, оставьте комментарий. Если у вас есть вопрос, тоже, пожалуйста, вопрос пишите в комментариях, нажмите на колокольчик. Вот. И я надеюсь, что эта информация вам как-либо помогла. Хочу вам пожелать удачи, хорошего настроения. Вот. Ну и все-таки покупайте просто самое дорогое решение, которое не топовое игровое, потому что оно вам не сильно пригодится. Разгоном заниматься не будете, вам нужна все-таки стабильная работа. Поэтому пока.